Sky News. Сегодня новости, завтра история. Hey, мой ник Let's Play, и это новости по игре EFECAS. 11 марта военная кампания Red Machine в регионе Фонтейн была приостановлена. В этих событиях приняли участие такие объединения игроков, как Red Machine, Wild Geese, No Please Stop, Redk, Myth, Wolf, Boob, Beer, VTF, Trimark, Spy, The Cosmos и, возможно, еще те, кто не попал в объективы камер наших корреспондентов. Объявление Sky News Games открылся на Яндекс.Дзене. Если возникнут сложности с доступом к YouTube, ищите нас там. Ссылку я оставлю в описании к этому ролику. А также залетайте к нам в Telegram, если вы еще не подписаны. Будем на связи. С меня история, а с тебя лайк под это видео и подписка на наш YouTube и Яндекс.Дзен. Поехали! Рассмотрим хронологию событий, а затем перейдем к результатам. Первая серьезная стычка кампании произошла 24 февраля в системе 38IA. На момент прошлого выпуска, который я настоятельно рекомендую пересмотреть, наша редакция не располагала полными данными. Поэтому сейчас мы внесем ясность. В том бою у РМ было 13 кораблей, у БУБ чуть больше 60. После короткого боя РМ отступили ценой Харбингера пилота Лис. Далее флот защитников встретился с 15 капитальными кораблями корпорации Red у подножья цитадели Экспо. Завязался бой, в котором БУБ уничтожили одну химеру нападающих, а затем отступили, так как потеряли гвардов и всех логистов. По официальной версии РМ причиной для нападения стала информация о возможном создании БУБами коалиции против РМ. БУБ, в свою очередь, эту версию отрицает. Также РМ предоставили скриншот, на котором видно, что лидер альянса БУБ предпринимал попытку создания защитного соглашения между жителями Фонтейн, ощущая угрозу со стороны РМ. Итог. Появление РМ в соседстве с БУБ провоцирует БУБ задуматься о защитном соглашении между жителями Фонтана. А РМ, узнав про это, решает нанести свой удар. Круг замкнулся. К новостям. 2 марта в системе Б-32 региона Фонтейн состоялся бой, где на одной стороне выступили альянсы РМ, ВГ и Wolf, а на другой альянс БУБ. Незадолго до этих событий нападавшие уничтожили щиты цитадели БУБ в системе Ча-2. Созвездие Сатир. Пытаясь обойти противника, БУБ зашли в систему, но по ту сторону гиперворот их ждали оппоненты. Бой состоялся на планете, в котором Red Machine и Гуси потерпели поражение. А БУБ потеряли большую часть логистов и несколько боевых кораблей. Продолжение не заставило себя ждать. Уже на следующий день, 3 марта, альянс БУБ теряет свою первую цитадель в этом противостоянии – система 38IA. Затем РМ и ВГ флотом из 40 кораблей двинулись в систему Ча-2, где близилось время арморного таймера еще одной цитадели корпорации Экспо. Защитники предприняли попытку остановить машины гусей, перехватив их силы цептофлотом из 70 фрегатов. Однако нейтрализовать логистов перехватчикам не удалось. БУБ пересели на тяжелый дрон Кайт-флот и приняли бой, однако снова потерпели неудачу, несмотря на численный перевес в 30 кораблей. Та же участь постигла и Бравл флот БУБ из 60 кораблей. Это стало третьей и завершающей попыткой обороны этого дня. 4 марта. Снова созвездие Сатир. Система 20JD. Битва за цитадель корпорации RSD Альянса БУБ. Локал превысил отметку в 150 пилотов, нападающих было около 50. Стремительный бой, где после потери логистов флот РМ отступил. А ваш покорный слуга был сбит Альянсом БУБ, едва прибыв на место событий. Между делом 5 марта Федерация Silent объявила войну альянсу TSC, который проживает неподалеку от места описываемых событий. Космические коровы вновь отклонили условия мирного соглашения. Напомню, для достижения соглашения им нужно было убрать синие стендинги с Федерации Генезис. 6 марта корпорация Redk решает захватить созвездие Сатир, принадлежащее альянсу БУБ. На что БУБ отвечает уничтожением NPC-баз в системах Redk в созвездии Минотавр. Спустя час боевые действия были остановлены дипломатами сторон. Несмотря на это, уже 7 марта один из пилотов Redk привел флот из 14 рохов и продолжил уничтожать NPC-базы БУПов. Данная выходка не осталась безнаказанной, и весь флот мультибоксера был пойман и разбит на выходе из созвездия Сатир. В тот же день во время защиты NPC-баз в созвездии Сатир были разбиты роумы РМ, Миф и Wolf. Утром 7 марта БУП уничтожили щиты нескольким форпостам Redk в созвездии Минотавр региона Фонтейн. Вскоре та же участь постигла и альянс Wolf.
8 марта Альянс МИФ выходит из войны против Альянса БУБ, достигнув соглашения о ненападении и получении созвездия Грифон во владение. 9 марта Редк и Волф выходят из войны против Альянса БУБ. Между сторонами заключается НИП – соглашение о ненападении на NPC-базы и структуры. Вот мы и подошли к финалу. 10 марта стало апогеем развития вышеперечисленных событий. Близилось время двух структурных таймеров цитадели Альянса БУБ. Как сообщает РМ, в этот день за несколько часов до битвы их покинули последние союзники, а именно Редк, МИФ и Волф. Предпосылки вы уже знаете, если, конечно, смотрите выпуск внимательно. В гриде на стороне БУБ выступили Тримарк, Спай, The Cosmos, Бир и ВТФ. Во время основной битвы флотом командовал Валкус, а операцией руководил STJ-8. Позже к этому составу присоединился именитый командир Шейх Улут. На стороне РМ выступили альянсы ВГ и Ноуплистап. Первых двух вел флитком Хероин, а Ноу вел, не побоюсь этого слова, легендарный командир Тахини. Подготовка к бою у нападающих заняла около 24 часов. Система CN-4, гиперворота КВН. Локал плюс-минус 450 пилотов. Здесь и случился первый масштабный, но непродолжительный бой этого дня. Нападающих было около 170. Защитников более 230. На первый взгляд может показаться, что силы неравные. Так и было, но не в пользу защитников. Входящая ныне в моду Дред-бомба снова переломила ход событий. Спустя некоторое время после начала боя пространство вспыхнуло от приводных маяков флота Тахини, и в гриде появилось около 20 капитальных кораблей, которые и заставили БУБ и их союзников отступить. Точкой отступления стали соседние гиперворота G-95. Второй бой проходил уже при локале 380. Результат – БУБ и их союзники потерпели поражение и понесли значительные потери, а РМ, ВГ и НОУ поспешили в систему ЧА-2, где на момент прибытия флота оставалось всего 9 секунд до конца структурного таймера цитадели Экспо. Цитадель была уничтожена. Данных об общем уроне и потерях обеих сторон кампании пока нет. Можно лишь сказать, что примерная стоимость капитального флота, который засветился 10 марта, 200 тысяч плексов или 700 тысяч рублей. Растет мобильная Ева, растет. Кампания вроде приостановлена, но перед самым началом съемок в редакцию внезапно прилетел скриншот. 12 марта многим известный пилот Дрема снес пост Red машин в регионе Кэш. Пока без комментариев. Ну а на этом все.